Прага не тот город, который можно познать за сутки. Но что делать, если у вас всего лишь день на осмотр? Предлагаю свой вариант, что посетить, куда сходить и что обязательно посмотреть в этом сказочном городе, когда в вашем распоряжении всего один день. Если вы только что сошли с поезда, то от железнодорожного вокзала отправляйтесь к величественному зданию Национального музея. От него начинается Вацлавская площадь, широкий бульвар длиной 750 метров, который венчает памятник князю Вацлаву. Он привел Чехию от язычества к христианству и был после смерти канонизирован как святой. Кстати, на памятник князю была сделана пародия, которая сейчас выставлена во дворце Люцерна. Князь сидит на животе перевернутого вверх ногами коня, подвешенного к потолку. К сожалению, в настоящее время площадь реконструируется, поэтому снимать было нечего, все заставлено забором. Во времена Средневековья тут был конный рынок, а сегодня площадь Вацлава – это центр современной Праги, место расположения известных магазинов, банков, гостиниц и ресторанов. Здесь проводятся фестивали, праздники и общественные мероприятия. Пройдя до конца площади, свернем налево и через пару кварталов выйдем к знаменитому памятнику Праги авторства эпатажного художника Давида Черни, того самого, который создал пародию на памятник князю. На этот раз он соорудил 10-метровую голову австрийского писателя Франца Кафки. Она состоит из 42 зеркальных вращающихся стальных блоков. Каждый час голова приходит в движение на 15 минут. Блоки меняют свое расположение, статуя деформируется, вновь собирается, поворачиваясь к зрителям разными сторонами. В общем, целое представление, на которое собирается немало зевак. Пройдя в сторону реки Влатвы, можно выйти на знаменитый танцующий дом, своеобразную архитектурную метафору танцующей пары. Одна часть здания, та, что расширяется кверху, символизирует мужскую фигуру, а вторая часть визуально напоминает женскую фигуру с тонкой талией и развивающейся в танце юбкой. Вид дома резко контрастирует с рядом стоящими домами 19 века постройки. Теперь давайте направимся в сторону старого города и выйдем на Староместскую площадь. Среди ее главных достопримечательностей – Староместская ратуша со знаменитыми астрономическими часами, готической архитектуры Тынский храм и церковь Святого Николая в стиле барокко. В центре площади возвышается памятник национальному герою Яну Гусу. Две черные остроконечные храмовые башни Тынского храма на площади – визитная карточка исторического центра Праги. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что башни храма несимметричны. Они символизируют мужское и женское начало. Мужская башня на метр выше женской и немного шире в диаметре. Астрономические часы Орлой 1410 года удивляют зрителей сложной механикой и символизмом. Они старейшие из работающих часов мира. Циферблат показывает время, положение Солнца и Луны, время восхода и заката. Календарный диск отражает месяцы и знаки зодиака. Каждый час с 9 до 23 часов часы разыгрывают целое представление, на которое собирается масса туристов. В окошках появляются 12 статуй апостолов, а движущиеся фигуры смерти, турка, скряги и тщеславия символизируют разные аспекты жизни. Конечно же, самое известное место Праги – полукилометровый Карлов мост. Возведен он в XIV веке и назван в честь построившего его короля Карла IV. Мост украшен 30 статуями, в основном изображающими святых, и 3 башнями, которые в наши дни напоминают сказочные замки. Помимо туристов, тут много уличных музыкантов и художников. По
легенде, загаданные на Карловом мосту желания сбываются. Не забудьте, загадывая потереть барельеф на статуе святому Яну Непомуцкому, чтобы уж наверняка. Правда, там целый ритуал, что гладить, что трогать, а чего не касаться. Последнее, что вы можете посетить за день в Праге, один из самых известных замков чешской столицы, Пражский град. Но не факт, что успеете. Там надо много ходить, территория большая, можно целый день провести. Начнете с него, в остальные места рискуете не успеть. Оставите на закуску, будете ходить уже ночью. Сегодня в Пражском граде располагается резиденция президента страны, а когда-то в стенах дворца вели роскошную жизнь чешские короли. Мы, к сожалению, сюда не успели. Но если встать пораньше, то за день всю 7 топовых мест Праги вы вполне можете обойти. Успехов вам в путешествиях!